вечер всем. Надеюсь, меня слышно. Если слышно, плюсик поставьте, хоть и поздно, но так получилось, в общем. Окей, отлично. Так, начнем наш weekly recap. Кто смотрел прошлый, то есть предпоследний weekly recap, там я делал прогноз по поводу новой недели. Сейчас, так. Неделя. Итак. Вот таким вот образом у нас неделя прошлая, она закончилась. Чуть громче, окей. Теперь нормально? Надеюсь, уже лучше. Надеюсь, уже лучше слышно. Итак, вот таким вот образом у нас прошлая неделя она заканчивалась, и кто, если помнит, я делал прогноз, то, что у нас это было аккумуляцией, а вот это движение в лонг это было манипуляцией, и я ожидал, что следующая неделя начнется в шорт, а затем мы должны подняться, уже продолжить это движение лонговое. Вот такой был прогноз. И теперь начнем с дневного таймфрейма. На дневном таймфрейме у нас мы сформировали здесь дневной гэп, который не был протестирован, не был заполнен. Так что это по отношению к новой неделе будет у нас магнитом. Всегда, если вы делаете анализ в начале вашей недели, и у вас вот сформирован дневной гэп, то по отношению к новой неделе это будет у вас служить магнитом притяжения для цены. Итак, перейдем на М15. Как у нас началась неделя? Неделя начинается сразу импульсным образом в шортовом направлении и как раз к уровню этого Daily FG. Да? Вот Азию в азиатской сессии мы как раз тестируем 0,5 уровень этого дневного имбаланса. Затем цена отталкивается отсюда. И самое важное здесь нужно смотреть, как будет формироваться лондонская сессия. Потому что мы находимся уже в фазе расширения, и у нас новая неделя, учитывая то есть квартальную теорию, то есть вероятность, что эта неделя, она может быть как неделей расширения. То есть месячный профиль у нас будет формироваться по модели XAMD, да, XA, аккумуляция, манипуляция и дистрибуция. То первая неделя, если у нас будет X, то она должна расширяться. Если она намерена расширяться, то лоу недельного
недельной свечи с большой вероятностью будет, то есть может сформироваться в лондонской сессии. Об этом я говорил в своем закрытом менторшипе. Мои студенты об этом знают, то что если у нас неделя намечается намеренно быть неделей расширения, то с большой вероятностью лоу недельной свечи она может сформироваться в лондонской сессии. Поэтому нужно всегда обращать внимание на Лондон в понедельник. То есть если у нас в Лондоне будет сформирован SMT, сильный SMT на старшем таймфрейме, то это может быть уже как лоу недельной свечи. Так. Здесь я буду разбирать сделки, помимо своих, сделки моих студентов, как они торговали уже внутри недели этой. Итак, посмотрим, как в понедельник. Вот здесь работа одного из студентов моих, и вот как он работал в понедельник. Здесь на младшем таймфрейме Азия, Лондон, и здесь вот Нью-Йорк. Как он здесь отмечает график. Он отмечает, вот здесь была аккумуляция, затем была double purge, манипуляция, сняли обе стороны этой аккумуляции, затем цена начала расширяться. Тут опять цена входит в фазу аккумуляции по концепции ИБДА. На манипуляции он выполняет вход. Вот первый вход, а затем начинается фаза расширения, и на откате, на ретрейсменте он добавляет позицию. Давайте теперь это разберем на графике, на минутном таймфрейме. Итак, вот здесь у нас минутный таймфрейм. Так, понедельник. Здесь уже, когда открылся, нью-йоркская сессия открылась, сначала цена сделала ложное движение в лонг, затем резко упала. Для чего она упала? Чтобы собрать вот эту ликвидность. Low resistant ликвидность здесь. И при сборе этой ликвидности здесь мы формируем SMT дивергенцию. NASDAQ здесь формирует равные лои, а S&P 500 здесь делает фейл. У нас есть подтверждение, так что есть подтверждение, что мы переходим с шортового тренда на лонговый, потому что у нас есть SMT дивергенция. Плюс затем цена здесь делает слом структуры. Вот. И у нас есть тут имбаланс, не протестированный. Вот он. Вот тут у нас происходит слом структуры. Вот. Слом через МСС. Затем цена закрепляется здесь, в премиуме. Затем мы падаем опять в дискаунт. Тестируем этот имбаланс. И тут самая классная, самая отличная точка для входа. Вот так сделаем. Сейчас. Оп. Еще раз.
Я вам дам подсказку одну, как работать в таких ситуациях. Когда у вас происходит слом структуры, то можно делать вот так. Натягиваете премиум дискаунт. Вот. Как только у вас цена делает слом структуры и формируется новый хай, и этот хай потом подтверждается, когда цена делает слом в шортовом направлении, да, допустим, вот здесь у нас был слом через цист, да, вот, есть слом, подтвердили уже dealing range, вот high, это low, сразу отмечаете премиум дискаунт, и в дискаунте отмечаете свои POI, то есть имбалансы либо ордер блоки, откуда цена может получить реакцию. Вот. Как мы видим, в дискаунте у нас есть непротестированный имбаланс, и цена приходит, тестирует этот имбаланс. Здесь мы открываем позицию уже в лонг. Почему? Потому что у нас байс у нас лонговый, так как мы протестировали дневной имбаланс. Здесь мы получили реакцию, здесь сформировали SMT-дивергенцию с S&P 500. И вот эта аккумуляция, затем это лонговая манипуляция, и эта дистрибуция, все, она уже здесь закончила, она свою миссию она выполнила, потому что мы здесь протестировали дневной имбаланс. Все. Отсюда цена делает разворот. Здесь мы формируем SMT-дивергенцию. То есть подтверждения все на лонг у нас имеются. Мы заходим здесь в лонговом направлении, но и куда мы таргетируемся? Таргет. Так как это понедельник, то в начале недели цена не делает особо больших движений по отношению к ликвидности. То есть основные пулы ликвидности, они остаются нетронутыми для дальнейшего скопления ликвидности. Поэтому мы отмечаем здесь самую ближайшую ликвидность. Вот у нас самая ближайшая ликвидность это high но так как понедельник, то это понедельник во вторник с малой вероятностью цена делает большие движения по отношению к основным историческим пулам ликвидности. Нам нужно отмечать ликвидность, которая стоит до этой ликвидности, то есть равные хаи, equal ликвидность. Вот она. Ставьте таргет вот сюда, на самую ближайшую ликвидность всегда. В начале недели. Нью-Йоркская сессия заканчивается. Цена вот тут, как отмечал студент мой, здесь аккумуляция. Это движение было манипуляцией. И начинается фаза дистрибуции. Внутри фазы дистрибуции цена всегда двигается через откаты. Через откатные движения. Вот это движение, это откатное движение, это retracement. То есть можем сделать вот здесь вход, если у нас был. Стоп можем ставить за имбаланс. И вот таким вот образом таргетируемся. Ланч начался. Есть, забрали тейк. Смотрим работу студента. Он здесь как раз отмечает эту область. Вот. Здесь у него получается RR 1 к 6, если он заходил здесь. И тут добавлял позицию. В общем и целом, очень хороший анализ. Прям отличный.
все важные диапазоны отмечены, зоны BPR, инверсионные имбалансы, и работа по стандартным отклонениям тоже отличная. Здесь он вот заходил в лонг, и первое закрытие частичное, тут уже full, на full уже закрылся, увидел то, что был слом структуры, потом закрывается full. Окей, это понедельник. Теперь. Так, это уже другой студент. Это работа во вторник. Как они работали во вторник. Теперь. Так, прокрутим. И как видите, в понедельник цена не достигла вот этой ликвидности, то есть хая предыдущей недели. Вот этот хай находится здесь, и в понедельник она не достигает этого уровня и делает разворот. Если вы запомните этот момент, то что в начале недели цена не делает, то есть не совершает охоту за ликвидностью, а начало недели это служит как формирование ликвидности. Так, идем дальше. Начинается вторник. И теперь смотрите. Ко вторнику мы уже образовали здесь новый dealing range. Вот этот новый dealing range. Почему это dealing range? Потому что мы здесь забрали ликвидность. Вот. Здесь была зачищена ликвидность. И сняли ликвидность частично в премиуме. Поэтому это считается dealing range. Если у нас dealing range, то мы всегда должны его делить на премиум и дискаунт. Так, премиум и дискаунт. Вот наш премиум, здесь дискаунт. Цена в Азии находится в премиуме. И опять мы должны внимательно следить в лондонской сессии, как цена будет вести себя. Смотрите. Вот Лондон. Теперь М15. Смотрим. Тут на NASDAQ цена делает фейл, она не снимает ликвидность вот с этого локального лоу. Но на S&P 500 мы снимаем. И это происходит в лондонской сессии. Лондон. И теперь важный момент. Так как цена формирует здесь SMT-дивергенцию в лондонской сессии. Так, перейдем на М1. У нас есть SMT-дивергенция. Плюс на младшем таймфрейме, сейчас разберем здесь вот сделка, это студента другого. Вот тут он выполняет вход. Так, здесь был еще разбор этого входа. Вот. Идея этого входа. Смотрите, в лондонской сессии цена сначала создает аккумуляцию, затем в шортовом направлении цена делает манипуляцию. Тут мы формируем SMT-дивергенцию. Вот она. Вот. И
по стандартным отклонениям цена доходит здесь до 2-2,5 отклонения. То есть это диапазон, где цена либо делает разворот полный, либо откатное движение. Тут уже, исходя из контекста, мы можем сразу рассуждать, то, что здесь, скорее всего, будет уже разворот тренда, потому что у нас bias лонговый. И вот здесь у нас на минутном таймфрейме формируется уровень цист, и студент выполняет вход именно от этого уровня. Вот цист и вход. Итак, на М3 так, М1. Вот на М1 вот этот уровень циста, слома структуры через цист, и здесь был выполнен вход. Открываем позицию, стоп ставим за наш свинг-лоу. Упс. Вот стоп. Можно за телом, чтобы РР был хороший. И теперь, куда мы таргетируемся? Первый таргет у нас будет так. High Азии. Это первый таргет. Второй таргет будет high предыдущего дня. Previous day high. ПДХ. ПДХ. И последний таргет. Смотрите теперь. Так как у нас здесь есть равные хаи, вот они, то мы можем смело ставить наш второй take profit на этот уровень. И последний отмечаем вот эти равные хаи. Вот. Это третий take profit. Переходим на М1. Почему смело можно таргетироваться, да, на take profit 3, куда мы поставили его? Вот этот take profit третий уровень. Потому что если у нас неделя в фазе расширения, то во вторник мы должны сделать сильное смещение по направлению байеса. Прям вторник должен сделать сильное смещение, потому что если цена находится в фазе расширения, недельного расширения, но есть это только когда мы перейдем вот этот уровень Take Profit 2 и закрепимся телом в этом диапазоне. И как мы видим, Лондон делает расширение, сильное расширение. Мы здесь доходим до нашего первого тейк-профита. Вот. И еще одна подсказка. Еще одна подсказка, когда Лондон, в лондонской сессии цена делает вот такое расширение одностороннее, то в большинстве случаев Нью-Йорк тестирует диапазон Лондона и продолжает это движение. То есть вот это движение, это хорошее движение, это хороший признак, хороший сигнал, что для подтверждения нашей идеи.
Итак, мы доходим уже до своего таргета до начала Нью-Йоркской сессии, до начала Нью-Йорка. Так. И теперь смотрим, что сделает Нью-Йорк, Нью-Йоркская сессия. Но так как мы здесь уже сформировали широкий рейндж, опять так, вот здесь начинается у нас Нью-Йорк. Плюс мы здесь сформировали ликвидность опять. Перейдем на М1. Так, теперь посмотрим, что у нас здесь с Нью-Йорком, то есть с S&P 500. Мы тут формируем SMT-дивергенцию. Вот она. Вот так. С S&P 500. Это сигнал тому, что цена уже переходит с лонгового тренда в шортовый. И мы здесь можем просто ждать слом структуры в начале Нью-Йоркской сессии. Но здесь уже не начало, а уже вот 9:30, а сейчас начнется Нью-Йоркская сессия. Вот Нью-Йорк. Начинается Нью-Йорк. Так, М1. И смотрите, вот тут уже видно, что цена находится опять в аккумуляции. И вот это импульсное движение в Нью-Йорке – это манипуляция. Так, здесь теперь посмотрим, как работали студенты тут. Это среда, да? Да. Окей. Тут мы должны отметить этот уровень цист. И от теста плюс у нас тут есть имбаланс. Так как это была аккумуляция, вот это движение, манипуляционное движение. От этих двух уровней я жду реакцию, то есть в шортовом направлении.
здесь открывать. Они перебили. Значит, здесь стоп схавали. Так, вот тут еще один у нас уровень цист. Вот он. И цена как раз тестирует имбаланс. Вот этот момент. Отсюда можно входить в шортовом направлении. И таргет уже, так как вот это движение, видите, оно не сбалансировано. То есть вот этот range, это low, это high, не сбалансировано. Отмечаем здесь имбаланс 15-минутный. И мы здесь должны отметить 15-минутный имбаланс для себя. В дискаунте. Вот этот имбаланс не подходит. Самый ближайший, который не протестирован, это вот этот имбаланс 15-минутный. И как раз здесь по ликвидности можно таргетироваться смело на вот эти равные лои. И вот мы видим, есть отработка. Так, и тут вот наша идея сработала. Это была аккумуляцией, это была манипуляцией и дистрибуция. Все, нью-йоркская сессия, Нью-Йорк АМ можно заканчивать. Дальше уже не будет особо сильного движения, потому что цена и так сделала сильное расширение. Вот это движение. 340 пунктов. SRT, да, SRT использую, но для меня, в моем понимании, SRT это Double Purge от ICT концепций. Так, здесь 15 перейдем. Окей, вторник проторговали, переходим в среду. Так, посмотрим, как работали здесь студенты в среду. Это тоже был вторник. Вот среда. Здесь вот этот разбор сделаем сейчас. Куда я делаю? А, вот он. У нас тут был выход новостей. Перейду на М1. Здесь уже было видно, что цена, она находится в диапазоне и формирует опять аккумуляцию. Вот цена не выходит за пределы этого рейнджа. Просто находится в боковике. Так что здесь можно ожидать первое движение, которое сделает пробой из этого рейнджа. Это будет манипуляцией, затем дистрибуция. И тут, смотрите, S&P 500, оно делает пробой.
можно взять вот high Лондона, вот она. А NASDAQ делает fail именно на выходе новостей. Вот выход новостей, и у нас здесь формируется SMT-дивергенция, SMT-моментум. То есть это ключевой момент. После него мы можем уже искать слом структуры после формирования SMT-дивергенции. И тут мы должны отмечать, вот здесь у нас слом через МСС, да? Вот тут у нас цист. И смотрите, как цена реагирует на этот уровень. То есть не позволяют выше телом закрываться. Тут отличный. Вот тут можно уже было входить в шортовом направлении. Так. Открываем позицию. Теперь объясняю, почему в шорт. Почему в шортовом направлении. Потому что вот это все движение у нас аккумуляция. Плюс на дневном таймфрейме мы пришли к сильному уровню. Вот этот rejection блок. Вот он. Это rejection блок. Я сейчас вам дам одну хорошую подсказку, на которую вы можете опять делать деньги. Когда у вас есть вот этот rejection блок, и до него у вас есть один swing high. Когда есть такая формация, то цена всегда забирает ликвидность с этого swing high. Это ликвидность. И затем получает сильную реакцию, падает, потому что вот этот rejection блок — это сильный уровень сопротивления. И когда цена достигает этого уровня, она всегда получает сильную реакцию. И мы как раз здесь сняли ликвидность. Внутри этого rejection блока мы тут сформировали SMT-дивергенцию. Вот. И можем ожидать шортовое направление, потому что в лонг у нас есть сильные зоны сопротивления. Поэтому надо смотреть слом в шорт, потому что есть у нас SMT-дивергенция, которая подтверждает шортовое направление. И куда таргетироваться? Да, второй вопрос. Окей, мы здесь, если вошли в шортовом направлении, куда мы можем таргетироваться? Так, я не знаю, кто-то из вас смотрит вообще MMXM трейдера либо нет, то у него вот здесь есть сильная подсказка. То есть, если цена, вот смотрите, if previous day low is your draw, trade previous session high, stop hands. И точно так же наоборот, if previous day high your draw, trade previous session stop hand. Что это значит? Если у вас draw, то есть drawn liquidity, основная ликвидность находится в премиуме, то цена сначала должна снять ликвидность внутри дня предыдущей сессии. То есть либо Азии, либо Лондона, либо сессии от предыдущего дня. Понимаете? Сессия предыдущего дня. Здесь цена и так находится в консолидации. И очевидно, что мы заберем легко ликвидность этих сессий. Надо смотреть на сессии предыдущего дня, где у нас ликвидность сессий. Вот у нас ликвидность
PM-сессии, здесь ликвидность ланчевской сессии. Поэтому таргетироваться можно здесь теперь. Первая ликвидность будет PM, вторая ланч. Вот это. Но чтобы наверняка было, можно ставить вот так на PM, потому что у нас вот эта ликвидность здесь есть. Вот она. Вот эта полка ликвидности. А тут просто свинг-лоу. Стоп за этот свинг, который сформировал SMT-дивергенцию. Вот так. И теперь давайте посмотрим, как цена будет двигаться. Смотрите, моментальная отработка есть. Теперь вот это движение импульсное, это манипуляция. Аккумуляция, манипуляция и дистрибуция. Вот. Это работа студента моего. Отлично, вот он здесь зашел. Прям от теста здесь он заходил, от теста имбаланса на минутке. Это уже моя торговля. Я вошел на дистрибуцию. Вот мой вход был. Так, М3, М5. Так, на М5 у нас есть вот rejection блок опять. Вот rejection блок. И как раз от него цена отталкивается здесь. Вот. На минутке. Вот тут я уже открывал позицию. Так. Плюс, вот смотрите, здесь по стандартному отклонению цена достигла 2-2,5 отклонения. Как раз протестировали этот rejection блок. И это сильный уровень, где цена делает либо одно откатное движение, либо полный разворот. А как мы понимаем, это будет откат либо разворот, нам здесь подсказка, это наш байс дня. Байс дня и байс недели, то есть байс от старшего таймфрейма. Так как у нас байс лонговый, то здесь цена уже будет то есть фаза дистрибуции начнется. У нас тем более здесь аккумуляция, манипуляция и дистрибуция. Поэтому можно смело таргетироваться. Первый таргет будет вот этот хай, вот свой же хай аккумуляции. Второй вот здесь этот выше. Поэтому первый таргет ставим сюда. Так. Стоп за этот rejection блок. Вот. И начинается нью-йоркская сессия. Смотрите. Нью-Йорк. Так. Здесь у нас цист. Вот
Вот видите, уровень цист, оно не дает пройти ниже, но при этом здесь опять мы формируем ликвидность, вот эту ликвидность, вот эти лои. И это движение, это было манипуляцией. То есть опять здесь аккумуляция, это было манипуляцией, чтобы собрать ликвидность снизу, вот отсюда всего. И дальше уже дистрибуция опять. Тут можно опять добавить позицию, смело. Перейдем на старший таймфреймчик. И в фазе расширения у нас зоны имбаланса либо ордер блоков, они будут всегда поддерживать цену в направлении тренда. Видите, вот ордер блок здесь, от него цена отталкивается и дальше идет. Затем здесь уже имбалансы не дают цене упасть. Есть, вот мы забрали ликвидность. И вот моя отработка, дистрибуция. Итак, мы отработали уже, это была среда. Переходим к четвергу. В четверг формируется Азия и так. Вот здесь четверг я входил в позицию, но еще до... Так, на М1 перейдем. Вот тут, да. Итак, здесь в лондонской сессии я уже у себя в чате, в телеграм-канале, в приватном канале, я писал, что так, формируется SND. Так, сейчас. Вот здесь в 13.34 я уже писал то, что пахнет SMD, то есть пахнет профилем Seek and Destroy. Почему? Потому что мы здесь забираем buy side Азии, затем забрали sell side Азии. Sell side Азии. Так. И
плюс мы здесь еще сформировали SMT-дивергенцию. Вот так. Вот. Был SMT, был то есть очистка обеих сторон Азии. И плюс мы здесь сформировали ликвидность, low resistant ликвидность. Вот она. Поэтому здесь я уже чувствовал, что будет second destroy профиль. И поэтому тут на М1 здесь от инверсионного имбаланса выполнил вход. Этот вход был так. Вот он. То есть прямо отсюда можно покупать даже. И таргет. Если у нас second destroy профиль, то с большой вероятностью цена забирает всегда buy side Лондона, но так как здесь в buy side у нас еще одна ликвидность, вот хай предыдущего дня, то можно таргетироваться смело уже вот сюда, на этот хай. Можно вот так делать за инверсионный баланс. Так. Вот. Тут я опять добавился, а стоп у меня был прям половина, вот 0,5 уровень этого rejection блока на 3-минутном таймфрейме. На М3 перейдем. Вот. Значит, вот здесь, если был вход, стоп был 0,5 уровень rejection блок. Вот. И стоп вот так был на 0,5 уровня. Все отработал. Здесь закрыл позицию. Дальше. Так. А вот здесь уже сделки студентов. Вот. Прям отличные сделки. Так. Вот тут продолжение этого дня уже в шортовом направлении студент работает. Сейчас разберем эту сделку тоже. Перейдем на Нью-Йорк. Опа. На М1. Теперь, если посмотреть, так, на М1. Здесь тоже опять через ПУ3, да? Вот у нас здесь аккумуляция
аккумуляция. Вот это движение, это было манипуляцией. Вот, студент здесь отмечает аккумуляция, вот это движение манипуляции на новостях, вот манипуляция. И входит вот он от теста цист на минутном таймфрейме. Почему? Потому что цена здесь достигает отклонения, стандартного отклонения 4-го уровня, то есть это максимум, терминус. И когда цена достигает до этого уровня, то это означает то, что все это цена сделала свой максимальный ход. Здесь большая вероятность разворота. Вот именно в этом уровне можно искать слом структуры. И тут вот как раз таки это уровень у нас цист, вот он. И отсюда можно входить в шортовом направлении. И таргет у нас будет вот 4-4,5 от стандартного отклонения. И мы смотрим, какие уровни ликвидности тут есть. Вот видите, у нас здесь полка ликвидности стоит. Вот эта полка ликвидности. Вот она. Можно таргетироваться прямо сюда. Вот так. Почему? Потому что это аккумуляция, это манипуляция и дистрибуция будет шорт, так как мы здесь опять сформировали новый рейндж. Вот этот новый рейндж, дилинг рейндж. И цена находится в премиуме. Чтобы продолжить лонговое направление, цена должна опуститься в дискаунт, затем уже будет продолжение лонгов. Плюс здесь цена опять. Так. Окей, это не будем отмечать уже. Есть. Отработали. Это дистрибуция. А в фазе дистрибуции, вот эта дистрибуция, цена в фазе дистрибуции всегда двигается через откаты. То есть расширение, откат, расширение, откат, расширение. Вот как раз так и здесь цена и сделала такое движение. Затем это был четверг, да. А вот тут уже здесь я выполнил вход. Сначала вот заходил тут, была SMT дивергенция, но я поймал стоп, меня стопануло, потом цена опять ниже упала, вот сюда. Я здесь выполнил еще один вход. Сначала вот здесь я выполнил вход, но здесь я поймал стоп. Второй вход у меня был так, М1. Сейчас. Вот тут, но здесь не показан. Это какой? М15. Окей. Второй вход был вот от теста. Тест этого уровня, потому что мы здесь уже сформировали опять SMT дивергенцию. Так, сейчас.
Тут мы вот забираем этот low, а на S&P 500 мы делаем fail. Не забираем. Здесь у нас SMT формируется, поэтому я здесь уже искал вход long, в лонговом направлении. И вот от этого уровня цист, вот цена делает тест этого уровня, открывая позицию в лонг. И так как это было, здесь был профиль Seek and Destroy, то обычно после этого профиля всегда цена делает сильные движения, то есть дистрибуцию. Первый тейк у меня был этот high, вот этот high. Второй вот здесь, сейчас я отмечу его тоже. И третий уровень вот тут, 25764. 25764 отметим сейчас. Вот он. Итак, первый тейк профит сюда. И финальный тейк профит у нас будет тут. Вот. Я сразу делаю сюда. Почему? Потому что четверг у нас был Seek and Destroy, и пятница, она с большой вероятностью должна была сделать дистрибуцию. Плюс, если посмотреть на дневном таймфрейме, у нас здесь есть имбаланс дневной. Вот он, daily. То цена должна достигнуть этого POI внутри этого движения, недельного движения. Поэтому я таргетируюсь именно на этот уровень. Так, это М15 на М5. Делаем вот так. Стоп за этот лоу. Этот день закрывается уже, начинается новый день, пятница. И пятница продолжает движение дистрибуционное. Здесь, так, покажу вам еще раз. Вот мой вход, новый день. Тут я добавляюсь опять, позицию добавляю. Вот этот вход на М1. 8.45, вот тут был вход, здесь выход. Вот он. Дальше опять добавляю позицию и закрываю здесь уже. Итак, почему здесь был вход? Опять ПУ3. Опять вот аккумуляция. Это манипуляция была у нас. Вот манипуляция. И здесь можно было вот входить в лонговом направлении. И таргет уже вот
тут первый был здесь позиция открытая, она еще не закрыта была. Здесь я добавляю еще одну позицию. И вот как мы видим, цена достигает таргета 0,5 уровня дневного имбаланса и отсюда получает реакцию, отталкивается. И на этом неделя закрывается. Вот таким вот образом мы отработали. Теперь, если посмотрим на старшем таймфрейме, как цена двигалась, да, то цена внутри недели делала движение от имбаланса к имбалансу. Вот. Здесь мы начали движение, мы протестировали дневной имбаланс, затем лонговое движение. После этого мы тестируем наш ордер-блок, вот этот дневной. Тест ордер-блока, затем продолжаем уже расширение. Это на дневном таймфрейме. На H4. На H4 то же самое. Вот начало недели у нас, понедельник, вот он понедельник. Здесь у нас 4-часовой имбаланс. Вот он, 4-часовой имбаланс. Затем тут опять формируется 4-часовой имбаланс. Опять цена тестирует. Вот. Опять тест 4-часового имбаланса. Тут уже rejection блок. Вот. Вот это движение. На этом движении мы тестируем этот rejection блок. И при этом движении мы создаем еще один rejection. Вот он. Еще один rejection. И опять цена отпускается, тестирует этот rejection блок и отталкивается от этого уровня. И таким образом мы двигались внутри недели. А если посмотреть еще шире, то мы находимся внутри фазы MXM модели. Вот она. И у нас тут вот оригинальная консолидация, то есть таргет здесь. Если будем измерять, так, это 4-часовой имбаланс, так, через Measuring Gap, то вот таргет, как раз мы достигли первого таргета. Второй таргет у нас вот Take Profit, вот здесь будет. Вот он, этот уровень. То есть цена дальше должна еще расширяться в новой неделе. На новой неделе. Итак, теперь если посмотрим на недельном таймфрейме, то мы закрылись телом над максимумом предыдущей недели, и байс по отношению к следующей новой неделе у нас лонговый. Таргет, первый таргет, это вот этот хай. Этот хай. Цена может достигнуть этого хай
и сделать откат. Затем продолжить движение. Потому что здесь у нас rejection блок. Так. Вот rejection блок. И свинг, который находится внутри rejection, это всегда ликвидность. И как только цена снимает ликвидность, она делает одно откатное движение сильное. Вот. Если у нас месяц формируется по XAMD, то следующая неделя у нас будет аккумуляционной неделей, то внутри этой недели мы должны увидеть аккумуляцию, затем уже манипуляцию. Так, месячный таймфрейм. Начало недели. Так, на трехдневный таймфрейм у нас есть единственная вот тут не протестированная зона, имбаланс. Вот он. И ожидаю, что цена, когда достигнет ликвидности, так, D1, вот этой ликвидности, вот она. Отсюда мы можем упасть до этого диапазона. Вот здесь имбаланс. И затем продолжить расширение. Посмотрим, какие теперь новости у нас есть на новой неделе. Так. Самая сильная новость у нас будет в среду. В среду у нас пресс-конференция ФОМС плюс ставки Федрезерва. Это самая сильная новость, которая имеется вообще. То есть самая волатильная новость. Поэтому, так, если в среду, то понедельник, вторник мы можем сделать такое движение. То есть расширение в понедельник, вторник. Понедельник, вторник расширение. Формируем low resistance ликвидность. И в среду мы можем упасть, манипуляции будет до вот этого уровня. И дальше расширяться. Либо, так, это D1, да. Мы можем получить реакцию от этого ордер-блока. То есть понедельник, затем понедельник, вторник, вот так. В среду у нас на выходе новостей импульсные движения. Если новости выйдут позитивные, то это будет началом дистрибуции. И этот месяц он может сформироваться, то есть как месяц расширения. То есть весь месяц будет расширение идти. То есть внутри этой недели, то есть так как это вторая неделя, это аккумуляция же. Аккумуляция будет только в начале недели и манипуляция в среду. И это и будет манипуляцией месяца. Вот такие вот прогнозы. Посмотрим, как следующая неделя будет формироваться. Ну, в общем, по-любому основной байс лонговый, потому что мы находимся внутри фазы LMXM. Байс лонговый, и надо работать
от каждого отката в дискаунт, когда цена делает откат, это самая лучшая позиция, чтобы поймать точку входа в лонг. Все, спасибо всем за внимание. Удачных, профитных сделок вам, ребята. Спасибо, спасибо. И вам хорошего, ребята, вечера.